Всем привет! В этом видео покажу характерный симптом недостаточного давления азота в гидромолоте, причины его отсутствия, как это проявляется и что при этом нужно делать. Итак, гидромолот Delta F5 установлен на экскаваторе-погрузчике Volvo BL71B. Я работаю этим гидромолотом не первый год. У меня на канале имеется много видео о нем. Работал он замечательно, пока не попал в чужие руки. Другой машинист поработал им пару дней. И теперь, когда я его вновь установил, заметил, что при работе гидромолота начал очень сильно вибрировать шланг обратки с гидромолота. А так как я хорошо понимаю устройство гидромолота, я в первую очередь подумал о недостаточном объеме газа, азота в пневмокамере. Ведь гидравлическое масло гидросистемы трактора по напорному шлангу попадает в распределитель гидромолота. Оттуда попадает в канал и тем самым взводит боек. Другими словами, маслом поднимает боек вверх, где находится пневмокамера, в которой закачан азот. Под действием масла верхняя часть бойка сжимает азот до определенного давления. Затем боек перекрывает канал масла, перенаправляет его на обратку и происходит стремительное возвращение бойка под действием давления азота. Боек, в свою очередь, ударяется об рабочий инструмент. Таким образом происходит удар гидромолота. Что же происходит, когда давление азота недостаточно? Давлением масла так легко и быстро поднимает боек, ведь ему не приходится сжимать азот, что, во-первых, боек ударяется в его верхнее положение, во-вторых, импульс давления масла попадает на обратку. За счет этого и происходит трепыхание обратного шланга гидромолота. С этим, я думаю, все понятно. Итак, я это заметил сразу же, как начал работать гидромолотом. И по идее нужно было бы остановить работу до устранения неисправности. Но тем самым я бы очень подвел заказчика. Поэтому пришлось работать в таком режиме, стараясь держать минимальные обороты двигателя, чтобы минимизировать вред гидромолоту и трактору. По прошествии некоторого времени у меня появилась возможность остановить работу и вызвать заправщика гидромолота. Мы подсоединили заправочный манометр и замерили давление азота. Как и ожидалось, давление было недостаточным. Мы попытались дозаправить пневмокамеру азотом, но при отключении заправочного штуцера от клапана пневмокамеры происходила утечка газа. Это говорит о том, что заправочный клапан пневмокамеры не герметичен. Кстати, при подключении заправочного штуцера мы удивились, что клапан не закрыт защитным колпачком. Хотя я точно помню, что раньше он присутствовал. После неоднократной попытки заправить пневмокамеру, результат был один и тот же. Мы решили поменять заправочный клапан. Клапан привезли на объект. Поменяли клапан и заправили пневмокамеру гидромолота. При детальном изучении старого запорного клапана мы выявили, что некими кривыми ручонками производились манипуляции с запорным клапаном. Вероятно, по нему стучали через отвертку, пытаясь вывести гидромолот из строя. Зачем? Это остается загадкой, хотя у меня имеются версии. Ну да ладно, это дело темное. Так вот, пока я работал с недостаточным давлением азота, когда шланг обратки сильно трепыхался, произошла выработка БРС-ки. В дальнейшем ее пришлось поменять. После заправки гидромолота азотом шланг обратки перестал так трепыхаться, и гидромолот начал нормально работать. Но недолго. Через пару месяцев отвезли гидромолот в мастерскую с подозрением на разгерметизацию пневмокамеры.
Там произвели замену всех манжет и сальников. Но это уже совсем другая история. Подводя итог видео, хочу сказать, что при появлении такого симптома, как повышенная вибрация шланга обратки гидромолота, желательно остановить работу и дозаправить гидромолот азотом. Нежелательно доверять гидромолот сомнительным личностям, дабы избежать дорогостоящего ремонта. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Приглашаю посетить мой канал на Яндекс.Дзене. Там видео появляются раньше. Всем до скорого. Пока.